За последний год с момента прихода Трампа и новой администрации произошло огромное количество изменений в иммиграционном законодательстве. К нам на YouTube-канал, в наш Telegram-канал и в разговорах приходит огромное количество вопросов, что поменялось, какие последствия, к чему готовиться. Поэтому сегодня мы собрали все ваши вопросы и зададим их лицензированному адвокату Татьяне Аристовой. Татьяна, добрый день. Добрый день, здравствуйте, Данил, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Татьяна, у меня сегодня много вопросов. Это и по визам О1, и по Request for Evidence, и по новым золотым визам Трампа. Давайте начнем, может быть, с одного из частых вопросов про гуманитарный пароль U4U. Как вы считаете, какая стратегия безопаснее для заявителей на статусе U4U? Стоит ли им сменить статус внутри страны, или им все-таки требуется выезжать на консульское интервью? Давайте разберем этот вопрос, поскольку он действительно очень часто задается в разных контекстах, и посмотрим, что же такое U4U. Прежде всего, U4U, Uniting for Ukraine, это пароль. В американском законодательстве существуют разные типы проникновения, скажем так, в страну, и два таких основных типа – это пароль и admission. Admission – это когда человек приезжает в Соединенные Штаты по визе. В этом случае считается, что человек был admitted, то есть впущен в Соединенные Штаты. Когда человек приезжает по паролю, с точки зрения самого заявителя изменилось немногое. Он точно так же явился на пограничный пункт, предъявил какие-то свои документы и был впущен в страну. Но есть одно качественное отличие. Как правило, человек, который имеет пароль, не получал визу через консульство. И это очень важно, поскольку в этом случае человек не прошел какую-то проверку очень важную с точки зрения закона Соединенных Штатов, и такой человек считается, что он был paroled. Он тоже впущен в страну, но через процедуру пароля. Понятное дело, что есть еще люди, которые вообще совсем нелегально каким-то образом пересекли границу Соединенных Штатов, но речь сегодня не о них. Итак, в американском иммиграционном законодательстве существует два разных положения, которые обговаривают моменты перемены визового положения заявителей. Это, во-первых, 248-я секция, которая говорит о change of status, то есть перемене статуса с временного статуса на другой временный статус, и секция 245-я, 245, которая говорит об adjustment of status, то есть перемене статуса с временного на постоянный. То есть, когда человек получает статус постоянного жителя Соединенных Штатов, то есть green card. Так вот, эти положения написаны по-разному. И секция 248, которая регулирует перемену статуса, не дозволяет перемену статуса для тех, кто не был admitted, а был paroled. Поэтому люди, находящиеся по паролю в Соединенных Штатах, не могут поменять свой пароль на какую-то визу, например, студенческую или рабочую, без выезда из страны. А вот что касается adjustment of status, то эта секция предполагает перемену, то есть adjustment of status, для людей, которые были либо admitted, либо paroled. Поэтому в этом случае заявители, у которых есть действительный пароль, они действительно могут претендовать на то, чтобы пройти процедуру adjustment of status. Но все эти процедуры непростые. Подача на adjustment of status довольно сложная с юридической точки зрения вещь, поэтому, безусловно, советуем заявителям не пытаться делать это самостоятельно, а обращаться к лицензированным иммиграционным адвокатам, поскольку если что-то будет сделано неправильно и в заявке будет отказано, заявитель может быть передан в процедуру депортации, так называемый removal proceedings. Поэтому, безусловно, люди, приехавшие по U4U, могут сделать adjustment of status, но не могут сделать change of status. Поэтому вот ваш вопрос о том, что безопаснее, зависит от того, в какой вы находитесь ситуации, что вы хотите сделать, а также от того, что вы действительно можете сделать, если у вас право подавать на тот или другой вид документов. Поэтому в каждом случае нужно индивидуально консультировать. Да, я сразу скажу в сегодняшнем видео, что данное видео не содержит юридический совет, потому что каждая ситуация, она уникальная, и с вашей ситуацией обязательно обратитесь к лицензированному адвокату. Мы сегодня отвечаем на вопросы, это в информационных целях. Пожалуйста, обратитесь к адвокату. Если для вас актуально, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал,
Заходите, пишите вопросы здесь, в YouTube-канале, в Telegram-канале. Заходите на сайт Татьяны, контакты будут здесь внизу по ссылке в описании. И заходите к нам на сайт visanow.ai. Мы поможем вам собрать, организовать документы. Будем надеяться, что вместе с работой с лицензированным юристом все ваши визы и грин-карты будут одобрены. Вы могли бы рассказать про такую процедуру под названием одновременная подача, concurrent filing? В каких ситуациях она возможна, в каких подается, и что вообще это такое? Concurrent filing – это когда заявитель подает одновременно две петиции, две заявки. Я подозреваю, что вы говорите о concurrent filing, иммиграционной петиции и петиции на adjustment of status. Да. Также concurrent filing может быть, например, заявки на право на работу и на advance пароль. Могут быть еще какие-то ситуации, когда люди подают две заявки одновременно. Это, собственно, и означает слово concurrent. Вот. Но, тем не менее, если человек подает на иммиграционную петицию и на adjustment of status одновременно, здесь важно понимать два момента. Ваша заявка на adjustment of status будет принята к рассмотрению, невзирая на конечный результат по иммиграционной петиции. То есть чисто теоретически может так случиться, что иммиграционная петиция удовлетворена не будет, тогда adjustment of status тоже удовлетворен не будет. Но, тем не менее, когда человек подает на adjustment of status, это дает ему возможность законного пребывания. Поэтому в некоторых случаях, невзирая на этот риск, заявитель может выбрать такой вариант, чтобы подать эти две петиции одновременно. Важно помнить, что подать на adjustment of status вместе с заявкой на иммиграционную визу можно только в том случае, если ваша виза является current, то есть подошла ваша приоритетная дата. Приоритетные даты у нас регулируются таким документом, он называется Visa Bulletin, визовый бюллетень, он публикуется каждый месяц Госдепартаментом. И, например, если мы посмотрим на визовый бюллетень на февраль 2026 года, то, например, по категории EB2 National Interest Waiver на Adjustment of Status могут подавать те люди, которые подали свою заявку в октябре 2024 года. То есть для них, например, concurrent filing был невозможен. Если мы посмотрим на категорию EB1, люди с выдающимися способностями, они могут подавать документы одновременно, поскольку эта категория является current, то есть текущей. То есть если вы посмотрите в эту табличку, там в этой категории будет стоять буковка C, то есть current. Это означает, что заявитель на EB1 может одновременно подать заявку и на Immigrant Visa Petition, и на Adjustment of Status. Но здесь важно понимать, что если, например, ваш Immigrant Visa Petition не содержит в себе вообще никаких элементов, так сказать, eligibility, то есть не подтверждает способность заявителя выиграть в итоге этот кейс, хотя минимальный набор критериев, безусловно, не означает, что человек 100% выиграет свой кейс, но, тем не менее, если петиция совсем ни на чем не основана, то в ней могут настолько быстро отказать, что особенной пользы от подачи заявки на adjustment of status не будет. Поэтому в каждом случае нужно смотреть индивидуально и ни в коем случае не подавать какие-то петиции только от того, что человек хочет сию секунду подать на adjustment of status и каким-то образом законно находиться. Нет, это не хорошая идея. Но, тем не менее, для некоторых заявителей, у которых, например, статус может закончиться в ближайшее время, есть такая возможность подать одновременно на Immigrant Visa Petition и на Adjustment of Status и получить бенефит законного нахождения lawful presence в Соединенных Штатах на тот период времени, пока его заявка на Adjustment of Status рассматривается. Есть ли смысл заявителям подаваться на EB2 National Interest Waiver, учитывая текущий Visa Bulletin, как вы сказали, ожидание в 1,5 года на текущий момент? Или, может быть, стоит заявителям рискнуть и рассмотреть возможность дотянуть кейс до EB1A, чтобы не зависнуть в ожидании? Это очень интересный вопрос. Дело в том, что EB2 National Interest Waiver и EB1 Extraordinary Ability – это совершенно разные миграционные категории. Совершенно разные требования предъявляются к заявителям, и совершенно не всегда заявитель может каким-то образом дотянуть свой кейс до такого уровня, чтобы его EB1 кейс на выдающиеся способности был одобрен или имел хотя бы серьезные шансы на одобрение. Дело в том, что для того, чтобы претендовать на EB2 National Interest Waiver, человек должен, во-первых, иметь определенную квалификацию, он должен иметь либо advanced degree, то есть степень не ниже магистра,
либо закрыть 3 критерия из 6, которые, достаточно несложные для того, чтобы квалифицироваться на то, что называется exceptional ability. И после того, как человек покажет свою квалификацию, человек должен представить на рассмотрение миграционной службы план некоего начинания, то есть endeavor, который будет в национальных интересах Соединенных Штатов. Человек должен показать, что он в состоянии воплотить это начинание, а также доказать, что если мы сбалансируем все факторы, как говорят по-английски on the balance, человек заслуживает waiver процесса трудовой сертификации, labor certification, в ходе которой он должен был бы найти себе работодателя, и работодатель должен был бы подать объявление в газету, предложить его рабочее место американским гражданам. Вот это вот все заявителю на National Interest Waiver проходить не нужно. Значит, вот если мы возьмем все эти требования в совокупности, они, конечно, не то чтобы совсем легко удовлетворяются, но в то же время не являются чем-то абсолютно недостижимым. Очень многие люди имеют замечательные идеи, воплощение которых может принести Америке пользу, и это более-менее достижимая реальная категория. Что касается EB1, Extraordinary Ability, здесь человек должен быть одним из лучших в мире в своей области. Человек должен показать, что он находится на вершине, у него уникально значимая экспертиза. Естественно, нужно показывать, что эту экспертизу он тоже готов применять для того, чтобы принести серьезную пользу Соединенным Штатам. Но, тем не менее, это стандарт, до которого не так-то легко дотянуться. Поэтому, безусловно, было бы очень хорошо, так сказать, подтянуться немножко, еще дотянуться и получить Нобелевскую премию, но совершенно не у всех это может получиться. И вот тот стандарт, который предъявляется к EB1, настолько серьезен и строг, что дотянуть или дожать кейс можно только если вы действительно являетесь лицом с выдающимися способностями, может быть, не особенно заботились о том, чтобы обеспечить себе публичность. Но вот создать это с нуля не получится. Поэтому человеку нужно смотреть на свои реалии, выбирать ту категорию, которая ему подойдет, и эмигрировать правильно. Вопрос по визе О1. Если человек-заявитель не хочет зависеть от работодателя, а виза О1 требует работодателя, но иногда так бывает, спортсмены, художники, фрилансеры, у них много разных работодателей, то есть агентская схема. А как правильно использовать эту агентскую схему? Вы могли бы рассказать подробнее, кто может быть агентом, какие обязательства накладывает на агента этот контракт или что это? Нужно ли показывать будущие контракты или существующие с реальными заказчиками? Расскажите, пожалуйста, про нюансы. Да, безусловно. Виза О1 довольно долгое время не позволяла подавать ее хоть каким-то образом для такой более-менее независимой от работодателя деятельности. И вот были внесены изменения, и была разрешена такая агентская схема, как говорится, когда у человека есть контракты или еще их называют deal memos с разными работодателями. Например, как вот вы правильно сказали, человек фрилансер. Он делает, может быть, дизайны какие-то замечательные, что-то еще, и он хочет поработать с разными компаниями, с разными какими-то студиями. И вот в этом случае петицию от лица этого человека в иммиграционную службу может подать так называемый агент. Как правило, агент должен все-таки иметь какое-то профессиональное отношение к данной области, для того, чтобы миграционная служба не рассматривала подобную заявку как совсем какую-то фикцию. Значит, поэтому мы, безусловно, рекомендуем, чтобы люди имели дело с агентами, которые являются профессионалами в данной области и могут действительно каким-то образом представлять данного заявителя перед иммиграционной службой, и в каком-то смысле в отношениях с теми работодателями, с которыми будет работать заявитель. Поэтому, безусловно, нужно соглашение с самим агентом, нужны соглашения с теми работодателями, с которыми будет работать заявитель. И довольно часто иммиграционная служба требует обоснования. Хорошо, что это за проект, над которым вы будете работать? Кто конечный клиент? Кто это все финансирует? А что это вообще за работодатели? Сколько лет они работают на рынке? Какая у них финансовая позиция? Какая у них репутация в данной индустрии. То есть все это очень важно с точки зрения миграционной службы для того, чтобы все-таки показать, что данная петиция О1 не является заявкой на то, что в Америке называется self-employment. То есть по-прежнему концепция self-employment или self-petition
для визы О1 не подходит, не распространяется на нее. Поэтому, безусловно, здесь важно подходить довольно тщательно к выбору, во-первых, агента, а во-вторых, к взаимоотношениям с потенциальными работодателями. Очень интересный вопрос про визу 1 и вот этот self-employment. Можно ли открыть собственную компанию, корпорацию, например, в США или LLC, и подать петицию О1 от лица своей же компании на самого себя? Будет ли считаться это self-employment, или есть ли такая возможность? И что нужно доказать, что нужно сделать, чтобы подать такую петицию законно? Ну, например, совет директоров, я не знаю, нанять руководителя. Какие нюансы нужно знать? Довольно часто подобный подход используется людьми, которых называют стартаперами. Люди, которые открывают здесь свою инновационную какую-то компанию, свой стартап. Например, их приняли в какой-то инкубатор, акселератор, они хотят подать на визу О1. В этом плане, безусловно, важно показать, что ваша работа не только по внешнему виду, но и по сути не будет self-employment. То есть важно показать, что у вас есть бизнес-план, что у вас есть финансирование. Важно показать, что не вы один принимаете все решения. Возможно, у вас есть план нанять людей. Важно, чтобы в компании был директор или совет директоров, чтобы были другие люди, которые принимают решения, и что компания будет вести деятельность, создавать, возможно, какой-то продукт, а не просто служить такой ширмой, прикрываясь которой данный заявитель фактически будет конкурировать с американскими работниками, поскольку не стоит забывать, что основные, в общем-то, цели иммиграционного законодательства в Соединенных Штатах по отношению к тем, кто приезжает сюда по работе, состоят в том, чтобы защитить американский рынок труда от конкуренции со стороны приезжих. Поэтому, безусловно, иммиграционная служба хочет видеть все планы, свершения, достижения вашего начинания, вашей компании, для того, чтобы вы могли продемонстрировать, что вы не будете просто конкурировать на рынке труда, а сами будете что-то создавать для Америки нужное и полезное, и, соответственно, ваша О1 не выльется в self-employment. Поэтому важны не только формальные какие-то признаки, скажем так, независимости или отличия вот этой вот компании от самого заявителя. Важно показать, что компания – это значительно больше, чем сам заявитель, и поэтому self-employment данной ситуации не является. Продолжая вопрос про стартап-предпринимателей, если человек не дотягивает на О1, если у него нету критериев, то многие рассматривают EB2 NAW, национальный интерес. Затем они сталкиваются с проблемой, а, собственно, как описать их начинание. Вот есть ли у вас какие-то рекомендации, с чего начать? Во-первых, я бы для начала не согласилась с формулировкой «не дотягивают», поскольку каким-то образом здесь скрыта такая идея, что О1 – это что-то более высокое, чем EB2 National Interest Waiver. Я бы так не сказала. Это действительно совершенно разные вещи, поскольку такая виза, как О1, она требует, безусловно, выдающихся достижений. Во-первых, это временная виза, а во-вторых, EB2 National Interest Waiver – это, во-первых, это грин-карта, а во-вторых, это совершенно другая вещь. Это люди, которые готовы принести Америке пользу с помощью своего endeavor. И здесь очень важно понимать, что польза для Америки должна быть серьезной. Поэтому, когда человек описывает свое начинание, очень важно грамотно построить бизнес-план или построить персональный план, описать экономический эффект этого начинания, показать его уникальность, и я бы даже сказала, уникальную эффективность, возможно, по сравнению с другими подобными начинаниями, сделать конкурентный анализ, показать конкурентные преимущества вашего начинания. То есть здесь очень важно показать, что польза от вас будет именно национального характера. Поэтому если человек говорит, что он просто компетентный специалист в своей области и собирается в этой области работать, особенно если он собирается работать по найму, очень с большой вероятностью эта идея не пройдет на то, что называется National Interest Waiver. Если человек является инноватором, изобретателем, автором патентов или автором каких-то вещей, которые имеют копирайт, уникальных каких-то концептов, да, такой человек может работать по найму и все равно получить waiver процесса labor certification, то есть не проходить процесс labor certification. Но если человек просто работает по найму, то в этом случае, скорее всего, нужно, чтобы его работодатель проходил вот этот labor certification процесс, давал объявление в газету
предлагал данное рабочее место американским гражданам, то здесь закон, опять же, защищает американский рынок труда и требует, чтобы рабочие места предлагались американским гражданам. Поэтому если есть endeavor, то его нужно описывать с привлечением грамотных сотрудников, владеющих именно экономическим языком представления ваших идей, так, чтобы было понятно, что бенефит и прямой, и косвенный от вашего начинания будет серьезным. Если человек теряет работу, находясь на визе О1 в США, сколько можно легально находиться в стране? То есть нужно же найти новую работу, нужно определиться с новой визовой стратегией. Есть ли какой-то буферный период? Можно ли работать в этот период и какие есть нюансы? Да, безусловно, когда-то такой буферный период составлял всего 10 дней. Ну вот демократические администрации принесли нам некие позитивные изменения, и сейчас этот grace period составляет 60 дней. За это время человек может найти себе другую работу или подать на другую визу. Но в течение вот этого периода работать он уже не может, он не может сразу начать работать на другого работодателя, он должен подать на визу О1, ее получить. И стоит помнить о том, что если иммиграционная служба один раз одобрила визу О1, то это не значит, что она второй раз ее одобрит, то есть офицер может по новой пересмотреть все критерии и прийти даже и к другому выводу тоже. Значит, соответственно, в течение этого grace period человек может поменять визовой статус вообще. Он может подать, например, на визу H1B или на визу F1, получить какой-то другой визовой статус. Ну вот, да, такой grace period у нас сейчас стал возможен. Вопрос по доказательствам. Иногда приходит RFE, Request for Evidence, запрос на доказательства, и офицеры запрашивают документы, которые заявители уже приложили к петиции. И такое встречается регулярно. Значит ли это, что офицер даже не читал кейс, и как правильно ему ответить? Надо ли, можно ли те же самые документы приложить просто еще раз? Или как бы вы порекомендовали? Да, такое действительно случается, и нужно сказать, что более часто подобные вот такие вот RFI, по которым видно, что офицер, скорее всего, не особенно вчитывался в кейс, я не хочу говорить, ничего не читал, но, скажем так, не вчитывался в кейс, приходят в случае, если заявитель подает свою заявку через так называемый premium processing, то есть ускоренное рассмотрение. И действительно часто бывает, судя по всему, что офицер кейс не читал. По кейсам, которые не premium processing, тоже приходят RFI, но, как правило, мы видим там более вдумчивый анализ, что позволяет более предметно ответить на претензии офицера. Значит, что касается отсылки или переотсылки тех же самых документов, это не очень хорошая стратегия, поскольку возможно, что офицер все-таки прочитал ваши документы и не нашел там того, что искал, поэтому стоит внимательно просмотреть поданные документы и понять, почему же в них не было найдено тех элементов, которые просит офицер, и попытаться более подробно, более доходчиво офицеру объяснить и пояснить то, что ему все-таки было представлено. Возможно, нужно сопроводить более тщательно такой запрос дополнительными документами, подтверждающими, ну, например, значимость тех соревнований, которые вы выиграли, или требования, которые предъявляет, например, какое-то сообщество научное к тем, кто пытается стать членом данного сообщества, или значимость, репутацию публикаций о вас и так далее. То есть по каждому критерию в этом случае, очевидно, нужно вчитаться вглубь, проникнуть в потенциально в сомнения офицера и понять, что же он хочет видеть. Поэтому, безусловно, если вы получаете такой RFI, это не помогает вам понять, что же все-таки офицер хотел бы там видеть, но это хороший повод пересмотреть, очевидно, всю петицию целиком и попытаться еще лучше ее аргументировать и более подробно каждый пункт осветить. Есть такое мнение, что подача через ускоренное рассмотрение повышает риск получения запроса на дополнительные доказательства или даже риск получения отказа по каким-либо причинам. Я не знаю, правда это или нет. Вы можете прокомментировать, существует ли такая статистика или как вы это видите? Я лично статистику такую не видела, но когда мы работаем с кейсами, мы замечаем, что
с ускоренным рассмотрением бывает обычно два типа реакции от офицера. То есть либо офицер одобряет кейс, либо офицер присылает вот такой запрос не детализированный, не предметный, который наводит нас на мысль о том, что офицер, скорее всего, кейс прочитать просто не успел. И это причина, по которой я не очень рекомендую подавать заявки через премиум процессинг, поскольку не получается вразумительного диалога с офицером. Бывает, что, например, мы подали очень детализированный кейс, приходит вот такой вот request for evidence, где предлагается подать все снова сначала и до конца. Мы очень много работаем, детализируем каждый пункт, подаем, приходит потом одобрение, но в одобрении не написано, какие критерии мы закрыли. И, естественно, подспудно как-то возникает такая мысль, что, может быть, если бы у офицера было больше времени, он сразу бы прочитал все материалы. Не нужно было бы делать всех этих более подробных дополнений, но что делать, так уже происходит. То есть в данном случае нужно заявителям готовиться, если они подают на премиум процессинг, им нужно готовиться к тому, что, возможно, придется 2 раза подавать практически не то чтобы одно и то же, но, скажем так, одни и те же материалы представлять 2 раза и второй раз уже представлять их в ответ на доп. Запрос с такой максимальной степенью детализации, что в итоге даже и не знаешь, нужно это было или нет. Но если это работает, то, собственно, результат имеет решающее значение, поэтому к этому надо быть готовым. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Татьяна, за ваше время. Пускай все визы будут одобрены, и мы перейдем ко второй части вопросов и ответов в нашем следующем выпуске. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Пока.